Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. В комментариях часто звучит вопрос, как обрезать лаванду. Вот я буквально начал заниматься этим сегодня и подумал, что надо снять видео, раз такие вопросы существуют. Сразу отошлю вас к тому своему старому видео, которое называется «Правила лаванды». Вот ссылочка выскочила, посмотрите. Там я говорил о том, что лаванду можно срезать в двух вариантах. Первый вариант, если вы хотите просто украсить сухоцветами свой дом на зиму, тогда ее срезают в начале цветения, когда еще бутоны только-только раскрываются. Так она лучше будет стоять всю зиму до следующего сезона. Если же вам нужны ее свойства именно как эфиромасличной культуры, вы делаете лосьоны, какие-то вытяжки, в чай завариваете, разные варианты, то срезать ее нужно как раз сейчас в конце цветения. Она еще вот цветет, но уже заканчивает. Тут срок трудно сказать, в разных регионах разное время цветения, разные сорта. Срезается очень просто. Берете секатор, вот так собираете, жмут и режете. Как можно выше к цветам, чтобы цветоносы были покороче. Хотя цветоносы тоже можно заваривать в тот же чай, ничего страшного. Естественно, удалите все сорняки, потому что, чтобы сорняки к вам в пищу потом не попали засушенными. Так вот особо не аккуратничая, срезайте по верху. Вот. Когда вы их срежете все, после этого наступает вторая фаза. Вам нужны будут вот такие садовые ножницы, потому что секатором будет обрезку делать не очень удобно. Сейчас вы срезали соцветия сами, а вот такими ножницами мы сейчас будем обрезать, собственно, сами кусты. Уже при окончательной обрезке садовыми ножницами следует соблюдать определенные правила. Не стоит обрезать слишком низко. Дело в том, что лаванда очень не любит, когда затрагивают вот эти нижние одревесневшие части. Поэтому срезаем, выравниваем именно вот эти вот отросшие цветоносы. Я перевернул ножницы. Ножницы, видите, имеют такой изгиб. Так вот, когда стрижем шаровидные такие формы, лучше держать их вот этим изгибом внутрь. Так советуют профессиональные садовники. Вот, собственно, и вся обрезка. Ну, красивость формы, аккуратность этой обрезки регулируйте сами. Я, конечно, перед камерой сейчас по-быстрому обрезал, сейчас буду корректировать все это дело. Вот таких обрезок, по большому счету, в наших южных регионах можно сделать несколько. Дело в том, что если она находится в хороших условиях, скажем так, в поливальной зоне, да, вот у меня розы рядом растут, естественно, поливаются, то она может очень быстро отрастать. И поэтому где-то там ближе к августу еще разочек можно будет ее подрезать. К чему это приводит? У нее отрастает большое количество новых побегов, и ближе к осени, уже где-то к сентябрю, она более обильно еще разочек будет цвести. После повторного цветения, естественно, ее и снова надо будет обрезать. В общем, смотрите сами на свои кусты, решайте сами, сколько и как часто ее нужно обрезать. Главное правило: не затрагивайте, как я сказал, вот этих одревесневших частей. По крайней мере, в большом количестве их не затрагивайте. Где-то отдельно торчащую ветку можно, конечно, срезать. Ну вот. Я пошел резать дальше. У меня еще на осень порядка 30 саженцев лаванды на высадку. У меня на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на страничку на Фейсбуке «Сад. Ежедневный уход». Побольше лаванды вам в саду я желаю.